Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. С вами Альберт. Вот такие новости на 11 февраля 2023 года. 3 года условно получил директор турбазы, где девочку загрызли собаки. Напомню, как было дело. В апреле прошлого года 12-летняя девочка приехала в Сочи из Саратова на первенство России по шахматам. При этом родители дочку не сопровождали. Она проживала на базе отдыха в селе Лао с другими участниками соревнований. 26 апреля девочка гуляла по территории базы. Она зашла на неогороженный участок, прилегающий к месту размещения спортсменов, где на нее напала стая собак. От полученных травм ребенок погиб. Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, условно, с испытательным сроком на 2 года. Представляете, даже нереального срока. За как бы фейки о войне дают 8 лет реального. Также судом с организацией в пользу потерпевших взыскана денежная компенсация морального вреда в размере 5 миллионов рублей. В Краснодаре жители обеспокоены ростом цен на огурцы. Сообщается, что цена достигла 450 рублей за килограмм в некоторых магазинах. Согласно официальной статистике, в Краснодарском крае килограмм огурцов стоит примерно 289 рублей. При этом в краевой столице огурцы немножечко дороже – 310 рублей за 1 килограмм. Как объяснил гендиректор торговой сети «Покуп Алко» Сергей Савонькин, в прошлые годы местные производители не выращивали огурцы к январю-февралю, поскольку по более низким ценам поставлялись огурцы из Турции и других стран. Поэтому местным сельхозпроизводителям было невыгодно выращивать огурцы в это время. А в этом году возникли проблемы с растаможиванием. Если раньше машины стояли на границе 2-3 дня, то сейчас они могут стоять неделями. Упадут ли цены в будущем, не сообщается. Водитель автобуса погиб в ДТП на дороге Севастополь-Порт Камышовая бухта. Как сообщила руководитель пресс-службы МВД по Севастополю Жанна Данилина, мужчина 1966 года рождения потерял контроль над управлением автобуса и съехал с проезжей части. В результате ДТП он скончался до приезда медиков. Причины происшествия пока неизвестны. И напоследок кадры уничтожения немецкого снаряда времен Великой Отечественной войны, обнаруженного в Севастополе. А на этом все. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол, чтобы не пропустить свежие новости. До завтра.